У реки Кальдер, примерно в полумиле к северо-востоку от деревни Кальдебридж в Камбрии, расположены руины аббатства Кальдер. Первое, что мы увидели в нашей прогулке по берегу реки, так это дом аббатства Кальдер, особняк XVIII века, примыкающий к руинам аббатства, который считается одной из самых очаровательных церковных реликвий Великобритании. Кальдер Абби Хаус – здание, занесенное в список первого класса национального наследия Англии. В 1780-х годах дом аббатства Кальдер был под присмотром семейства Сенхаус. Позднее, в 1840-х годах, Мэри Сенхаус и ее муж капитан Томас Ирвин, финансировавший также строительство церкви Святой Бриджит неподалеку, восстановили северное крыло дома, добавили западное и создали новую пешеходную дорожку у приходской церкви на Кальдер-Бридж, по которой мы сейчас прогуливаемся. И в такую прогулку увидеть следы истории в Камбрии приглашаю вас я, Люкреция Кей. Со времени миссии Августина по установлению христианства в Англии до правления Генриха VIII монашество являлось важным аспектом религиозной и светской жизни на Британских островах. Монастыри строились для общин монахов, канонов, священников, а иногда и мирян, живущих общей религиозной жизнью в рамках определенной формы систематической дисциплины. Предполагается, что в Англии было основано более 700 монастырей. В 1135 году группа из 12 монахов была отправлена из аббатства Фернес, чтобы основать аббатство Савиньяк в Кальдере под руководством аббата Джеральда. Земля была предоставлена Ранульфом Лямешином, лордом Коупленда, который обосновался в соседнем замке Эгримонт. В 1138 году монахи были изгнаны шотландскими набегами и вернулись в аббатство Фернес. Примерно в 1143 году вторая группа монахов была отправлена из Фернес, чтобы вновь основать аббатство Кальдер, на этот раз успешно. Первоначально, по крайней мере, аббатство Кальдер, вероятно, было построено из дерева, но в 1175 году была построена каменная церковь, из которой нормандская западная дверь остается главной выжившей. Аббатство Кальдер было распущено в 1536 году, в период реформации, и куплено Томасом Ли, который снял крыши и продал содержимое. Южный диапазон монастыря был изменен, чтобы сформировать дом, теперь известный как дом аббатства Кальдер. Камень постепенно вывозился для использования в ближайших зданиях. А когда-то аббатство было описано как одно из самых очаровательных мест на Британских островах. Это особенно красивый участок реки. Скалы из песчаника на дальних берегах впечатляют, и река чередуется между глубокими бассейнами и быстрыми участками и является популярным местом для ловли форели и лосося.
Кальдер-Бридж, где находится мост Кальде, это деревня в районе Коупленд в Камбрии, расположенная на реке Кальде, откуда и происходит его название. Церковь Святой Бриджит была построена между 1840 и 1842 годами на месте более ранней часовни. Проект церкви был разработан Эдмундом Шарпом из Ланкастера и был освящен 24 июня 1844 года преподобным Джоном Бэрдоном Самнером, епископом Честерским. Церковь была построена за счет капитана Томаса Ирвина из дома аббатства Кальдер. Сент-Бриджит является памятником архитектуры второй степени. На территории церковного двора в виде кельтского креста из красного песчаника установлен приходской военный мемориал, как красноречивое свидетельство трагического воздействия мировых войн. Мемориал посвящен памяти 12 местным военнослужащим, погибшим в Первой мировой войне, и 7 мужчинам, погибшим во Второй мировой войне.